Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, что такое скрипты в Moho и как их установить. Они бывают всего трех типов. Скрипты панели Tools, инструменты и кнопки, скрипты для меню и скрипты слоя. Что такое скрипт? Слово «скрипт» обозначает сценарий. Человек пишет сценарий, а программа читает его и исполняет. Программисты, которые умеют писать скрипты, часто выкладывают их в общий доступ в интернете, где любой желающий может скачать их и установить. Есть три способа установки скриптов в Moho. В этом уроке мы рассмотрим самый простой и удобный из них – установка через папку контента. Пожалуй, стоит сказать пару слов о том, что такое папка контента. Это специальная папка на жестком диске, к которой Moho обращается за скриптами, шаблонами и другими файлами. Очень удобно, что все версии Moho обращаются к одной и той же папке контента. То есть скрипты, установленные таким способом, будут доступны для Moho 32 и 64 бит, а также в будущем для новых релизов программы. Если вы еще не пользуетесь контентной папкой, то сперва ее нужно создать. Для этого идем в меню Edit, Preferences и кликаем на кнопку Custom Content Folder. Указываем папку на жестком диске, и программа сама создаст все нужное в ней. Как видите, внутри создалась директория Moho Pro, и в ней много разных других. Большинство из них нам сейчас не нужны, нас интересует только папка Scripts. Давайте ознакомимся со скриптами для панели Tools и разберем, как их устанавливать. В панели Tools находятся инструменты и кнопки. Разница между ними в том, что инструмент включил и работаешь в нем, а кнопку нажал и произошло какое-то действие. Например, Recolor Shape – это инструмент. При нажатии на иконку он активируется, показывается его панель с кнопками и окошками, а также меняется курсор. Инструментом можно работать, кликая по формам и перекрашивая их. А вот Hide Points – это кнопка. Если ее нажать, то все точки, кроме выделенных, спрячутся. Удобно, когда на экране много точек и нужно поработать над некоторыми из них. Нажмем на кнопку еще раз, и все точки снова отображаются. То есть кнопка просто выполняет какое-то одно действие, которое, однако, может быть и довольно сложным, как, например, Insert Text. Этот скрипт тоже выполняет одно единственное действие, но он включает в себя открытие диалогового окна, настройку параметров текста и создание нового слоя. С точки зрения программы, это все одна сложная операция, хоть и в несколько этапов, но одна. Сейчас я удалю все кастомные скрипты у себя и покажу, как их устанавливать. Как видите, сейчас у меня в панели Tools только штатные инструменты, которые, кстати, тоже по сути своей такие же скрипты. Перейдем к папке контента через команду File Open Custom Content Folder. За панель Tools отвечает папка Scripts Tool. Перетаскиваем в нее файлы Recolor Shape, файл Lua, иконку и курсор. Точно так же поступаем и с Hide Points, скрипт и иконка. Нужно сказать, что все скрипты Moho читает и компилирует один раз при запуске. Поэтому после установки новых скриптов нужно либо перезапустить программу, либо заставить ее прочесть их заново. Для этого служит комбинация клавиш Ctrl-Alt-Shift-L. Нажимаем эту комбинацию, все перезагружается, и как видите, новые скрипты появились в панели Tools в самом ее низу. Чтобы разместить их в определенном порядке, идем в меню Edit, Preferences, To Layout. Включаем эту галочку, если она выключена, находим наши новые скрипты внизу списка и, нажимая кнопки Move Up, Move Down, двигаем Recolor Shape, например, в группу заливок. А для Hide Points я вообще создам новую группу и помещу его туда. Сохраняем настройки и видим, что инструменты теперь на своих местах. Скрипты для меню – это то же самое, что кнопки. Они выполняют одну операцию и могут быть установлены либо в панель Tools, либо в меню. Обычно, если такой скрипт используется часто, то лучше его установить в панель инструментов, а если редко, то лучше закинуть в меню. Для примера я возьму тот же самый скрипт Hide Points, удалю его из панели Tools и установлю в меню. Вначале я удалю файлы скрипта и иконки в папке Tool, которые я положил туда до этого. Выделяю файлы и удаляю их. Установка скрипта в меню простая. Берем файл Lua и кладем его туда же в папку Scripts, но в поддиректорию не Tool, а меню. Как вы можете увидеть, в ней есть несколько разных подпапок, которые являются пунктами меню скриптов. Давайте создадим свою собственную папку Points. Кладем наш файл в эту папку и все. Жмем Ctrl-Alt-Shift-L и проверяем, что скрипт удалился из панели Tools и появился в меню Scripts, Points, Hide Points.
Раньше, когда контентной папки еще не было, скрипты нужно было устанавливать прямо в папку программы. Сейчас этот способ тоже работает, но он уже не актуален и использовать его не стоит. Скрипты из папки контента имеют приоритет над скриптами в папке Mocha. Поэтому не копируйте скрипты из папки Mocha в папку контента. Иначе, после обновления программы на новую версию, старые инструменты из контентной папки будут загружаться вместо новых. Есть еще команда меню Scripts Install Script, но она требует, чтобы файлы были размещены в строгой структуре папок. Если вы скачали архив и внутри его обнаружили такую структуру, где есть папка Tool или меню, и может быть еще и другие, то этот архив предназначен для данной команды. Такой архив может содержать не один, а несколько скриптов. Разархивируем его на диск, запустим команду и укажем эту папку на диске. Программа сама все сделает, скопирует файлы в контентную папку и обновит интерфейс. Удобно, но только когда скрипты уже находятся в нужной структуре. Со скриптами слоя так вообще все просто. Рассмотрим на примере скрипта Rotating Bone. Этот скрипт предназначен для костного слоя. Он находит все кости с именем Wheel и автоматически вращает их в зависимости от перемещения родительской кости. Вот эта кость является родительской, а вот эти кости имеют имя Wheel и к ним привязаны колеса. Открываем свойства костного слоя, в первой закладке видим галочку Embedded Script File. Включаем ее и указываем наш файл скрипта. Жмем ОК и видим, что скрипт работает. Учтите один важный момент. Подключенные скрипты слоя – это внешние файлы, которые не хранятся в файле проекта. В проекте хранятся только ссылки на них на вашем жестком диске. Так что будьте внимательны, если вы удалите или переместите файлы скрипта на диске, он перестанет работать в слое. На этом все. Всем пока!